Всем привет, друзья! Приветствую вас на безумном канале видео YouTube Алекс Титанов, который, собственно говоря, с вами на связи и перекрикиваю сейчас ветер, гребаный ветер, который, сука, всегда у нас, всегда, каждый день, ебаный ветер. Я купил новый велосипед, как я буду ездить? Это катастрофа. Вступление, пока не еду вдоль дороги, потому что там невозможно снимать возле дороги, там очень шумно. Все, сегодня воскресенье, друзья, выходной все еще, завтра на работу, вечерняя смена. И еду я на Фламарт, то бишь на блошиный рынок. Посмотрю виниловые пластинки, поищу, пороюсь, посмотрю, что можно купить. Вот, и вчера мы с Ирусей навернули 60 километров. И, короче, меня вырубило эти ветра. Она на электровелосипеде устала, капец как. А я вроде так бодрячком. А домой приехал и вырубился. 2 часа проспал вечером. Происходит со мной крайне редко, чтобы я спал вечером после обеда так долго. Такое было, наверное, когда я был подростком. Я приходил с техникума и вырубался на пару часов под металюгу на всю громкость. А вчера такой вроде нормально. Я еще позавчера потренировался так от души после работы. Сразу на велосипеде поехал на турники. Потому что у меня в пятницу по плану тренировка стояла. И я думаю, потому что, как обычно я делаю, приезжаю с утренней смены, ем плотно, потому что на работе я практически не ем, только творог и фрукты, яблоко, банан. Все. Потому что я знаю, ешь не ешь на работе, я приду домой и все равно нажрусь еще как свинья. Поэтому я дома на работе редуцирую, уменьшаю калории потребляемые, а дома уже прихожу и ем от пуза, теплое, приготовленное, и стараюсь перед сном уже вообще не есть или только что белково. Неважно. Короче, обычно как я делаю, я прихожу с работы, голодный как собака, наедаюсь как свинья, и потом все, лежу такой. А у меня по плану, например, тренировка. И вот это я часа 2 отхожу, 3, и потом где-то к 9 часам я начинаю тренировку. Хотя мне в 9, максимум полдесятого уже надо ложиться спать, потому что я встаю в 4:30 утра. И я тренируюсь до 10, потом до 11 не могу заснуть. Это полная ерунда. На следующий день я не выспавшийся, потому что сплю очень поверхностно после тренировки и после работы. В общем, это усталость на усталость сверху накладывается, и потом еще несколько дней я не могу прийти в себя, потом следующая тренировка, и такой цикл. Я такой думаю, так, в пятницу все, тем более пятница, завтра выходной. Хоть и голодный, поеду сразу на турник, на улице уже лето. Можно летом на улице подтягиваться. Даже нужно, потому что мой турник домашний вообще никак не идет никакое сравнение с уличным турником, потому что мой слишком низко висит. И, соответственно, это такие подтягивания не слишком глубокие, не слишком высоко я подтягиваюсь, потому что там потолок дальше. И не слишком низко. Херня, короче, как альтернатива пойдет, ну, как полная замена полноценному турнику. Нет, поэтому я летом иногда периодически подтягиваюсь на улице. И вот я в пятницу пошел, подтянулся, а с непривычки как будто никогда вообще не подтягивался. Я там на улице подтянулся, пришел домой еще дома, да подтягивался там с весом, без веса, таким хватом, с таким хватом, потом с гантелями, тяги, бицепс, прессик, все. Прыжки, кстати, вот этот Шредер
У Шрёдера я посмотрел на ютубе прыжки с весом. Блин, офигенное упражнение. Буквально 20 килограмм на себя навешиваешь и прыгаешь. И вот так без остановки. Ноги разрывает. Классное упражнение. В общем, я тренировал в пятницу от души. И вчера мы поехали эти 60 километров. И такой я приехал, и вырубило меня вообще. Ноги пекут, горят. Я в этой пока лазил, этот тайник искал. Все ноги исцарапал, этой крапивой исхлестал. Пекут ноги, караул. Такая крапива-терапия вчера. Полный пиздец. Середина июня, градусов 14, ветер сносит просто. Все в куртках, в капюшонах, в валенках ебануться. Почему мои ролики никогда будут идеально вылизанные, идеально качественные? Потому что это занимает их обработка уйму времени, просто массу времени. А так как у меня видеоблогинг это маленькая часть моих увлечений, я никогда не буду уделять этому действительно должное много времени, чтобы было все чики-пуки. У меня начинается. Вот по городу ездить ненавижу. По городу ездить. Меня начинают раздражать все пешеходы, все водители, все кроме меня, и даже я сам себя. Да, про видео. Потому что вот я сегодня хотел выехать. Ладно. Хотел выехать пораньше на Фламарт. Потому что смотрю, ветер, ураган. Это будет долгая поездка. Какой там, блядь, сейчас час времени, я только выехал. И надо понимать, что этот блошиный рынок Фламарт закрывается в 4, а в 3 там уже начинают все собираться. В общем, у меня есть час, чтобы добраться, чтобы хоть что-то успеть посмотреть. Уже не говоря о том, что самое классное, уже раскупят все. А с другой стороны, есть плюс, что эти продаваны, продавцы уже не будут держать такую цену, как с утра. Типа, не, это за все деньги. А такие сейчас они уже домой. Ну, давай куплю у тебя хоть за сколько. Вот у меня здесь 5 евро есть. Все заберу. Да. Чем я занимался все утро? Я бастливал, делал видео вчерашнее, со вчерашней нашей покатушки. Все гребаное утро. Пока там позавтра, учитывая то, что я еще встаю в 6 утра, надо понимать. Все, блядь. Пока позавтракал, пока кофейку, пока туда-сюда. Все сохранить, склеить. В общем, у меня монтаж, причем абсолютно не хитрый. Я вообще не просматриваю, что я там наболтал. Похеру. Все до кучи склеил. Звук поднял, увеличил. Там переходы сделал. Начало подписал. Концовку тоже. И там эффектов добавил, там просто в разнобой. И даже это занимает, бля, все утро за него. Караул. Ну да, еще есть такой фактор, я ждал, чтобы немножко потеплело. Потому что с утра просто пиздец какой-то. Я сейчас ездил эту неделю на велосипеде рано утром, вот в 5 утра до Ральфа, а там я прыгаю к нему в машину, и мы едем на работу на его машине. Я реально в руки замерзал так, что я думал, блядь, вернуться за перчатками. Невозможно руль держать, 8 градусов. Катастрофа. А я в шортах, футболочке. И сегодня утром такой, ну, на изи. Сейчас доделаю видео. Как раз к обеду потеплеет хотя бы малеха. Какой там? Ну да, потеплело. Но время, короче, время упущено. Да, ну я к тому, что никогда я не буду заниматься вот всерьез этими обработкой видео. Все будет вот в таком вот качестве. Качество офигенные картинки. Но в плане режиссуры все будет на таком же уровне. Потому что тогда надо тратить реально неимоверное количество времени. Мне его просто жалко на это тратить. Потому что, повторюсь, видеоблогинг это только маленькая часть моих увлечений.
Сопли рекой, как только температура ниже 20 градусов или ветер, все, у меня сопли рекой. И самый сейчас прикол начнется, когда я приеду и начну пластинки выбирать, и у меня будут сопли по колено просто, и у меня, конечно же, не будет с собой платка, и я буду ими обматываться и втягивать в себя это, и шморгать без конца, и спрашивать, сколько стоит. Вот такое, так это все выглядит. Не знаю, мне термин взял к этому ухо, горло, носу, ну, как у нас термины это дают. Через полгода пожалуюсь, типа, как так-то, хотя это 99,9% с этим хер что сделаешь. Но я как-то подготавливаюсь к новому велосипеду. Как-то стрёмно будет какие-то скоростя там накручивать и соплями разматываться. Как-то будет не до скоростей, потому что надо будет постоянно сопли подтирать. И это малёха бесит и досадует. Да, началась моя любимая часть, съемка возле дороги. Обожаю это, бля. Когда ни хера не слышно, что ты там говоришь никому. Ну ладно, делать нечего. В общем, как-то я и собирался, и не собирался ехать на блошиный рынок за пластинкой. Во-первых, потому что я весь потратил свой бюджет на этот месяц с покупкой компакт-дисковых и виниловых пластинок. Во-вторых, потому что я чисто вчера заебался. Но сегодня встал, такой выспался, блин, вроде бодрячком. Надо ехать. Ураган, пофигу. Холодина, шайс дров. Да, и насчет бюджета. Вылез я из него. И поэтому у меня возникла гениальная идея, повторюсь уже в третий раз. Я решил сделать кнопку попрошайку в PayPal и с просьбой пожертвовать мне на покупку мне пластинки группы Power Trip 1 евро. Собрать надо сумму 27 евро. В течение месяца, в общем, там до начала июля будет эта акция актуальной работать. Посему, кто захочет принять участие, кто решит пожертвовать мне 1 евро на покупку пластинки, я буду ему очень-очень-очень благодарен. Я запилю видеообзор на покупку этой пластинки. Разумеется, я ее с вашей помощью и без вашей помощи рано или поздно куплю. Ну, как бы, если это будет с вашей помощью, вы будете указаны в титрах этого видеообзора. Ну и в целом любой каприз. Любую ссылку на ваши ресурсы, на ваши соцсети, на ваши каналы я размещу у себя, где смогу, под видео, на своих соцсетях. Огромная благодарность в этом видеообзоре на эту купленную пластинку группы Power Trip также будет присутствовать. Посему, друзья, если кто решится на такой нелегкий шаг, я все понимаю. Я вам не всрался в одно место со своей пластинкой. Поэтому без никаких осуждений с моей стороны, если вдруг вы решите не пожертвовать это кровное свое евро, я все пойму. Но если вдруг, не дай бог, дай бог, вы решите таки пожертвовать, то ссылка в описании. Можно на нее кликнуть, зайти и в PayPal кинуть мне 1 еврик. Заранее вам за это спасибо! Сегодняшние поездки — это наматываемый километраж, который все еще маленький. Сейчас там было 1070 километров в этом году. И хоть я хочу за лето сделать 1000, что, конечно, маловероятно, маловозможно, но мало ли, тем более с такими погодами. Поэтому как бы езжу только на выходные. Я рассказывал в своих видео почему. Потому что я пиздячу с утра до вечера. У меня просто нету ни времени, ни сил на это. Поэтому остаются только выходные. И как бы надо, и хочется проводить вместе. Но так как я вчера Иру просто умотал на велосипеде, она сегодня капут. Поэтому я как бы могу сгонять сам. Ну, повторюсь, я еду, чтобы купить, посмотреть пластинку, свою коллекцию снять.
сделать контент, видеообзор на эту пластинку и намотать километров. Но тут тоже маленький косячок. У меня почему-то нету интернета сегодня, сейчас в телефоне. Не идет запись моей поездки сейчасшней. Я включил Stravу и Relive. Они вроде там работают. Но что они запишут без интернета? Скорее всего, ничего. И эти 50 километров, которые я сегодня собираюсь проехать, до Фломарта 25 и 25 обратно, соответственно, 50. Скорее всего, пройду зря и не будут учтены. Но мало ли, я все-таки еще надеюсь, что я приду домой и Strava все-таки все посчитает, подключаясь к VLAN, к Wi-Fi дома. Посмотрим. Офигенные эти наушники, но есть одна проблема: на велосипеде под ними потеешь. Потеют они, точнее я потею под ними. Что я там рассказывал? В общем, привычного видео, как это называется-то? Да, ты сейчас, сука, включилась, я уже рассказывал что-то. Я говорю, не будет, скорее всего, в конце видео, хотя вряд ли когда кто-либо эти видео досматривал мои до конца, и, соответственно, вряд ли кто видел эти привычные мне, но далеко не привычные всем остальным, анимированный мой велопуть, который я проезжаю во время велотуров. В конце каждого видео я вставляю анимированный трек по карте, как я проехал, с какой скоростью, сколько километров. Это все в каждом видео, в конце каждого видео моего. Скорее всего, этого в этом видео не будет, потому что у меня нету гребаного интернета. И да, сори за мат, потому что тоже два момента. Во-первых, я до сих пор не знаю, где в моей программе видеообработки, которой я пользуюсь, Filmora, можно запикивать, здесь такая возможность запикивать мат, потому что я ее не искал. Год я ее пользуюсь, но я ни разу не искал эту функцию. Хотя, наверное, бы не помешало бы запикивать мат, раз уж я без него не могу два слова связать. Функцию в своей программе, потому что тогда мне придется пересматривать при видеообработке своих видео все свои гребаные видео. И это займет все мое время, все до конца жизни. Я буду их просматривать, каждое слово свое прослушивать. Во-первых, этот бред я даже не хочу слышать второй раз. А во-вторых, у меня нету на это времени. Я болтаю в окон всякой херни в видео своих. И это надо каждое слово переслушивать, запикивать. Я, блядь, мне придется уволиться с работы к ебени матери, чтобы этим заниматься. Так что сори за мат! Заставлять себя еще пить. Хочешь, блядь, наушники все мокрые. Ай, ты шо. О-о. Вот это вот косяк езды с наушниками такими. Сильно. Хочешь, не хочешь пить, надо пить. А так как у меня здесь на велосипеде навешаны всякой хуйни, и сами держатели бутылочные, есть так не ахтяки удобные. В общем, на ходу бутылку хрен достанешь, приходится останавливаться. Останавливаться и доставать бутылку. На ходу, блин. Плюс они у меня еще... В общем, неудобняк это. Да, еще интересный случай был. Совсем вот сейчас. Я уже рассказывал. Насмерть, друзья, сори. За мат и со сопли. Да, в eBay купил я 3 компакт-диска по евро каждый. И оплатил PayPal. И нету, короче, компакт-диска. Пишу продавцу, где он такой, не знаю, я отправил. И мы улетели в отпуск на неделю. Потом я прилетел, еще неделя прошла, я такой, где диски? Он такой, не знаю. Я отправил. Я говорю, ну тогда возвращай деньги. Я даже не успел заикнуться, я сказал, ну тогда, наверное, я шторнирую. Он такой тут же мне перевел деньги, без второго слова, типа, я деньги верну. И вот в пятницу приходят мне эти компакт-диски.
То есть он таки дох их отправил, а наш Deutsche Post работает, как и наш Deutsche Bank, все через одно место, через жопу. И в результате они не пришли. Это я уже рассказывал. Новое то, что я ему написал, что диски такие дох пришли, напиши мне свой имейл, я тебе верну деньги. И он мне вчера ответил такой: не надо денег, хорошо, что пришли, типа это мелочи, это мелочь, там действительно 6 евро. Это мелочь, не надо денег, главное, что они дошли. Типа хорошего дня. Блин, Альта Шведы, приятно, красавчик, приятно. Вот мелочь, а иногда такие мелочи есть, которые... Вот я говорил, что человек этот либо не нуждается в денег, но им не нуждается в деньгах, но ему жалко выкинуть. Когда, в общем, заново выкладывают, продают свои диски, пластинки, диски в eBay люди, которым нужны деньги. Потому что продать в eBay что-либо, это надо заморочиться. Сфотографировать, загрузить, выгрузить, описать. Полдня уйдет, и в результате это все за евро продастся. Блять, я тоже красавчик. Поставил камеру за километр, уже ветер, ни хера не слышно наверняка. В общем, наверняка это за евро продастся, и если тебе деньги не нужны, у тебя их достаточно, то лучше их выкинуть просто, эти компакт-диски. Или, я не знаю, если подарить некому, то выкинуть. А, видимо, человеку не особо нужны деньги, и... Это даже деньгами не назовешь, по евро за диск, а они все в шикарном состоянии, как новые. Но, тем не менее, это тот случай, когда и выкинуть жалко. Ну, у тебя, например, 100 дисков, ты их продал по евро, 100 евро, тоже на дороге не валять. Ну, в общем, видимо, этому человеку, конкретно этому, не особо деньги нужны. И он такой: не надо денег, просто, блин, слушай, пользуйся. Приятно, блин. Как-то аж хочется дальше кому-то какое-то добро сделать. Такое, какую-то мелочь. Мне причем все время кажется, что ты сделаешь сейчас какую-то мелочь добрую, а это не зачтет тебе никто и не похвалит. И такие, ну да, окей. Да, я тебе дарю диски, все. На, окей, спасибо. В общем, ждешь какой-то благодарности всегда, когда какой-то делаешь ерунду, которая тебе не стоит никаких усилий, по сути. Блин, натура мерзкая. В общем, захотелось какого-то добра сделать кому-то какого-то. Ну, маленького, в пределах до 10 евро. Да, кстати, если вы тоже хотите кому-то добро сделать, у меня есть хороший кандидат. Скиньтесь мне по евро на покупку пластинки. Вам и это евро погода не сыграет, а я буду радоваться этой пластинке 3-5 лет. Нехило, правда? Что? Я хотел вам показать, друзья, вот это вот, видите, эту вереницу машин. Это все. Вот так вот я еду с работы домой. Каждый день. Не с работы домой, или с работы на... Блять, или с дома до работы 38 километров. И я их в лучшем случае проезжаю за 45 минут. Иногда час 20. Каждый божий день. И знаете, кто эти все люди? Это туристы, которые едут к нам, которые едут к морю. Каждый день. И кажется, что зимой-то, зимой-то уже пробок не будет. Какой хер, круглый год. Немцы со всей Германии едут сюда, на Остзee, на Балтийское море. И именно по этой дороге, каждый день я езжу домой. И эти штау, эти пробки сводят с ума, как и этот гребаный ветер. Бесконечный. Насморк сводит с ума. Тоже такой же бесконечный. И еще я не взял с собой платки. По дороге я шмаркаюсь, как бомж последний. Хрен с ним, но вот когда сейчас приеду, без платков будет грустно. Причем я хотел их взять дома и забыл. Причем у меня всегда насморк, у меня 15 сумок на велосипеде. Ни в одной нету платков. Потому что у меня всегда голова забита хуй знает чем. Я завидую Ире в этом случае. Она такая, цак, губки накрасила, глазки подкрасила,
погнали. А мне надо все, мусор собрать, бутылки собрать, пустые бутылки вынести, бумагу разделить отдельно, вынести, хэнди, телефон, зарядку, дополнительную зарядку, пауэрбанк. Все должно быть заряжено так. Чехлы, кронштейны, держатели. Ага, эпы, все приложения включить. Кстати, заработал интернет таки. Так что не спрашивайте меня, где он был. Без понятия. Так что в конце видео будет анимированный путь. Проехал анимированный велотрек мой. Велотур. Да. И, блин, все время в этой суматохе, в этой суете я что-то забываю. Ира все говорит, ну поехали, ну что ты там еще включаешь, выключаешь. Как ты опять забыл что-то? Блин. Да. Видите, этот трек, анимированный трек, проеханный путь, потому что он будет в конце видео. А никто никогда не доходит до конца моих видео. А там самый жир, самый интересант в конце видео. Ага, вот так вот. И живите теперь с этим. Остановился снять, как колышется пшеница в поле. Прямо завораживает. Оу. И как раз стоят машины напротив и смотрят, что я там сумасшедший делаю. Они там на светофоре остановились. Эй, друг! Евро! Скинь на PayPal, на пластинку виниловую, да? Не жмися, чувак! Камон! А я тебе спасибо скажу. Прикинь, как выгодно. Какое выгодное сотрудничество взаимное. Чао, альте шведы. Какое евро вы лайк-то поставить не можете, нихуя себе. А вдруг я раскручусь и разбогатею с этого вашего лайка? Канал раскрутится, блядь, а вы потом такие, ебать, это я ему лайк тогда поставил. А он раскрутился, поднялся, сейчас бабла рубит на этом своем видеоблоге. Охуеть, вот я лох. Не, блядь, не поставлю ему лайк. Идет он нахуй. Просто еще ветер поднялся в 2 раза. Я такой думал, да это просто ветер. Сука, это ураган. Надеюсь, он не будет в спину на обратной дороге. Приехали, вот он, фломаркт, блошиный рынок, вон там вот, возле Ханза центра. Не знаю, сколько сейчас времени, наверное, уже 2:30. 25 километров получилось. Да, сюда. Вон, пробка аж отсюда начинается. И туда, до Регнсдамгарта, до моего города. Охереть. Посмотрим. Я бы, честно говоря, купил бы кофеек. И сейчас на изи с кофейком погулял бы. Посмотрел бы. Хватать ничего не буду, как раньше я делал. Только если что-то действительно приглянется и будет нормальная цена. Ну нахер, за 30 евро ничего покупать не буду. 20 максимум. Что-то я, блин, тогда затупил. Купил за 30 Оззи Осборна. Нахер он не срался, тут Оззи Осборн вообще. На секундочку. Блин, как я это делаю? Я 2-й раз приезжаю к концу. Они уже уезжают и собираются. Альте швед. Людей вообще нету. Не погода, плюс я реально опять поздно приехал. Испугала людей еще погода. Конкретно я смотрю. Так, где бы пристегнуться? Все, привязал своего коня. 21% зарядки. И иду смотреть пластинку. Сейчас без 23. Нашел я таки немного платков еще.
Без 23 они уже все собираются, ну посмотрим, если не будет, так сэкономить деньги. Все, погнали, друзья. Посмотрим. Короче, все уже разошлись, но я вот нашел, вот ребятишки продают пластинки, какое-то старье, но у них офигенная, у этих старьевщиков классика. И я вот сейчас прямо куплю Моцарт. Тут 4 пластинки, вот такая вот упаковка офигенная за 4 евро. Я спросил, я сейчас у них вот это куплю. Вот, смотрите, какая. Вот это я куплю, я вообще классики не прикупил. Брамс, симфония, это Шведа. Прямо фига себе. Ну, это что-то русское. Бах. Блин, я сейчас прямо прикуплю. По классике ударю. Чайковский, пиковая дама. Ага. Прикольно, вон Бетховен прямо огромный. Тут коробка вся. Прямо интересно. Вот это стоит. Наверное, дисков 5-6. Здесь по 4 евро. И я сейчас накуплю себе классики, потому что больше я ничего не знаю, что можно купить. Короче, друзья, я просто схожу с ума. Я себе выбирал вот такую вот кучу неподъемную. Если это он сказал, что это все по 4 евро, если это все по 4 евро, то это будет на 20-ку. Даже торговаться как-то стыдно, неудобно. Короче, Брамс, Бетховен. Тут просто, это просто килограмма 3 весит. Бах, Моцарт и Бетховен. Вот это все я собираюсь сейчас купить за 20-ку. Не знаю, если я правильно все понял. Короче, прикол. Ну прямо будет мне что слушать перед работой. Короче, купил я 20 евро. Блин, даже не торговался. Как-то мне даже неудобно торговаться. Блин, просто тут 50 пластинок за 20 евро. Надеюсь, они не влезут в рюкзак. По-моему, они ни хера не влезут. Не залезли эти пластинки в мой рюкзак. Я попросил у него кулек вот такой вот. Он такой, он типа немножко грязный. Я говорю, пойдет, блин. Я вообще так подумал, что покупать винил, ну, приличный винил, тех группы, которые актуальные, я вообще не столько не зарабатываю. Я вообще не потяну, чтобы коллекционировать приличные пластинки, и, соответственно, это все время будет покупаться либо какое-то старье, вышедшее в тираж, ну, типа, блин, не знаю, там, heavy metal, hard rock, там, который я, конечно, люблю и уважаю, но скупать его смысла особого нету. Посему я думаю, что будет правильнее покупать на виниле классику. Это вот по моему карману, вот это я шафну и осилю. Классику слушать на виниле, а все остальное на компакте, на компакт-диске, на компакт-дисках. Иначе не хватит никаких денег, потому что новые группы актуальны. Это минимум 30-ка пластинка. 30, 35, 40, 50, вот так вот. Одна пластинка, которую можно купить просто на компакт-диске за евро 5, ну, максимум 10. Это вообще навье какое-то там. Актуальное. А классику вон я, ребят, накупил на 20 евро просто 5 килограмм классики. Полный рюкзак и еще такой вот кулек. И классику я тоже люблю, очень и уважаю. И покупать ее на компакт-дисках, слушать, ну как-то это все не камерно. А вот на виниле классику, ну, вот это прямо то, что доктор прописал, вот реально. Я купил классики, вот, утеплился, одел кепку. Я прямо доволен. На 20 евро скупил 5 килограмм винила. Классики. Это прикол. Блин, ну вот реально
Что такое я и хотел делать. Вон пакетик они мне подогнали. И еще рюкзак за спиной. Хотел делать, потому что ни хера не могу себе позволить на виниле скупать приличные группы. Я не имею в виду, что классика на виниле это что-то неприличное, наоборот. Ну, она доступная по деньгам. Я ее тоже люблю. Я в ней ни хера не разбираюсь. Но как-то более плотно приобщиться хотелось бы. Посему, в принципе, можно на фломартах выискивать классику. Я уже повторяюсь. Ну, в общем, вот так вот. А на компакт-дисках как вот все остальное. Все, еду домой, друзья. Получилось 27 километров до сюда. И до дома еще. Вот, будет столько же, соответственно, около 55. Погнали. Сейчас, конечно, капец, как будет неудобно ехать с этим кульком, мешком 27 километров до дома. Ну, вот такой вот я оптовый скупщик винила. Жадность просто не мог остановиться, я когда услышал цену в 4 евро за такую коробку. Ну да, она уже, конечно, подуставшие эти коробки, но пластинки в отличном состоянии. Я посмотрел выборочно, не все, конечно, некоторые не зацарапанные, не запиленные. И такой 4 евро. И такой еще, блин. Все, рассчитался, расплатился, запихивать в рюкзак, а нихера туда не влазит все. Да, вот это я буду сейчас. Еще и ветер с этим кульком будет сейчас прикольно. Я его футболю сейчас ногой педалью. Плюс он еще по дороге об спицы потрется, эти винил, эти коробки. Оптовый скупщик винила перед вами, друзья. Старого барахла, но такого дорогого сердцу. Класс. Смотри, мне прямо везет на конные повозки, экипажи, и он и с ними. Второй день я езжу на велосипеде, второй день мне встречаются конные упряжки. Сегодня это вот такое, вот такая вот. Вчера была прям целая карета, отполированная, отреставрированная, красивая прямо. А сегодня вот такое. Кто там вообще запряжен? Ну, пони какая-то запряжена, а это шведы. Как мне их обогнать? По дороге, пони. Я и сказал, что я теперь винил покупаю. На виниле покупаю теперь только классику. Это не касается сбора средств пожертвований на пластинку Power Trip. Потому что я очень хочу иметь в своей коллекции. У Power Trip вообще всего 2 альбома полноценных. Один у меня на компакт-диске есть. А второй альбом я хочу иметь на виниле. Потому что Power Trip, она какая-то малоизвестной общественности, по крайней мере, мне так кажется. Мне кажется, это просто классический какой-то трэш-металл, пауэр-металл. В общем, пауэр-металл, они красавчики, и я их хочу очень иметь в коллекции. Какая-то недооцененная группа, бомбическая просто, чистый драйв такой, чистая энергетика. Металлическая. Караул Аларм. Вот они стоят, поломались. И что они тут, я не знаю, перевозят. На фломарт ехали, с фломарта. И вот эти старые корыта, вот это вот старая корыта приказала долго жить. Я вот, конечно, вот они его буксируют, затягивают. Я, конечно, сочувствую всем любителям вот этого старья. Потому что у меня у самого был москвич когда-то. И такой уникальный аппарат Ерас. И это не езда, а нервотрепка.
если ты в ней этом ни хера не понимаешь, тебе просто нравится ольтмобили и старье, все такое, но ты ни хера не понимаешь его починки, то лучше не суваться. Санирование старья в виде виниловых пластинок. Купил, положил на полку и все. И не требуют они никакого ухода, внимания к себе. Просто бери иногда, доставай с полки и слушай. Как насчет включиться светофор? Он включился. Здесь с каких пор вообще поезда ездят? Потому что я еду или что? Или что здесь случилось? Я вам скажу, у меня уже запястье болит. Я вот тут подмотал этот кулек. Уже запястье начинает болеть потихоньку. И иногда я его такой разматываю, чтобы рука отдохнула. И эти, блядь, на полном ходу влетают эти пластинки в спицы. Чуть не наебнулся только что. Таким образом. Другой рукой это ты тормозить не можешь. Другой я затормозил и, короче, реально чуть не навернулся. Было бы смешно. Он едет, красавчик. Юпи, как в детстве. Сейчас будем встречать поезда. Он нам не посигналит? Я помню, мы с Юлей ходили, встречали поезда. Там мы снимали. Обожаю такие моменты, когда включишь камеру и что-то там рассказываешь, причем так долго рассказываешь, а потом смотришь, блядь, а ты ее не включил. Не знаю почему, не дожал кнопку, или аккумулятор, вот как сейчас, сел. И я такой рассказываю, распинаюсь. Понятно. Я рассказывал, что был у нас такой прикол с Юлей, мы ходили, и я просто вспомнил за поезда, за сигнал поездов. Мы ходили, мы же снимали квартиру у нас на районе и ходили с ней. И за городом, прямо там недалеко от этой квартиры, уже был конец города, и там были железнодорожные пути. И мы развлекались с ней тем, что ходили к этим путям и махали, орали проезжающим товарникам, а они нам сигналили. Это прямо была такая радость. И это было в 2000 году, 25 лет назад. Будет весело. Тут сейчас заканчивается дорога, и дальше начинается строительство велодорожки. Но чтобы к нему подобраться, я в эту сторону ехал по трассе. Ну а сейчас мне придется ехать по трассе только еще и по встречке. Как-то по встречке ехать как-то не комфортно. Привал. Пописать, попить, покривляться на камеру, потому что мне надо потом сделать превьюшки для видео. Соответственно, надо покривляться. Ну и вообще рассмотреть пластинки на природе. Сейчас вот одену очечки и позырим. Что я там купил-то? Эй, бутылка! Зачем ты падать? Я ж тебя еще не пить. Давай, открывайся быстрее. Мы сейчас будем смотреть пластинки. Ага, только смотрите, без очков. Занятие так себе, я вам скажу. Поэтому одеваем волшебные очки из Росмана. Что у нас тут? Ну-ка, цаки-цаки. Просто какие-то коробища. Альтшведа. Как-то... Что такие камни неудобные? Не забыл, нормальные какие-то организовал.
Диски просто нулячие. Ну, если не учитывать, что я поведенный. Блять, надеюсь, они все такие поведенные. Это просто... Зачем расстраивать сразу? Кого? Заебись. Ты... Не надо падать, да? Нет, просто потерпи минутку. У меня здесь распаковка-то. Вот это смотрю. Тоже поведенная вся. Она, конечно, будет играть. Привет. Ну, это, конечно, он аж. Брамс. Ты меня подставил, Брамс. У всех пластинок 8. На толь. Ладно. Давайте следующее посмотрим. Брамса я забраковал. Бетховен, друзья. Бетховен. Бетховен, мать его. А оформление-то какое, а? Оформление! За 4 евро. Не то, что музыка интересует, или меня интересует, чтобы подешевле купить такого. Ровная, не запиленная, отличная, новье просто. 4 евро, мать его. А то я уже думал расстраиваться. Не надо расстраиваться. Все будет хорошо. Посмотрите, что происходит. Посмотрите. Ровненько. Ни одной царапины. Их вообще кто-то слушал? Кто-то слушал, они просто лежали у кого-то. Хорошо лежали у кого-то. Пыль-то на них вот это вот. Знаете, какого года это вообще вся история? Я вам сейчас скажу. Им уже лет 50 наверняка. 68 год. Юбилеус Ausgabe 1968 год, мать его. Им 32 плюс 24, 56 лет, блядь, этим пластинкам. Это нормально вообще? Это законно? Звоните в полицию срочно. Я здесь купил 56-летние пластинки за 4 евро. Без единой царапины. Без единой царапины, мать их. Я не знаю, что здесь происходит. Но мне кажется, тут попахивает каким-то криминалом, уголовщиной. Сколько здесь пластинок? Раз, два, три, 4, 5, 6... 7, 8, блядь, пластинок за 4 евро. Какая-то машина приехала. Зачем? У меня здесь распаковка. Алло. Какие-то приехали туристы и там что-то перепаковывают в своем багажнике. Так, Бетховен, блин, просто 1А. Идеальное состояние. Брысь. Что-то я уже жрать хочу. Лянзан. Следующий Бетховен. Вот я любитель Бетховена. Кто бы мог подумать, да? Пожалуйста. 4 евро. Вот такой вот поролон тут еще. Сколько им лет? Ну, сколько этим вам лет? Давайте. Сколько вам лет? Давайте расскажите мне. Нет, просто расскажите. Мне интересно. Сколько вам лет?
кстати, на немецком. Можно почитать. Ни единой царапины, мать их. Ни единой. Ровненькие. Только Брамс подвел меня. Только Брамс. Не знаю, с чего он ко мне так, за что. Так, сколько здесь пластинок? Еще такой поролон. Раз. Два вообще-то. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 пластинок, друзья, за 4 евро. И надо было поторговаться еще, по-моему. Холланд. Это, возможно, голландский еще, а не немецкий. В каком году? Какой год? Пожалуйста, какую-то информацию. Нет, не вижу. Надо разбираться. Надо вникать. Все, Бетховен, закрываюсь. Следующий, сказал заведующий. Кто у нас следующий? Угадайте, дети. Пожалуйста. Моцарт. Моцарт, друзья, собственной персоны. Моцарт. Моцарт. Давайте начнем с количества. Я так подозреваю, что здесь 4 пластинки. Раз, два, 3, 4. Что тоже неплохо. Вот такой вот буклетик. Уже на немецком в этот раз. Так, здесь идет речь о 1948 году, потом 1970. Оркестр, 1927 год. Вот это я раритеты прикупил. Пластинки толстые. Как я люблю, ненавижу тонкие пластинки. Ровные, без единой царапины. Так, без единой царапины вообще. Идеальная сцена. Прям кто будет слушать классику. Она просто у кого-то пылилась. Возьмитесь за поручень. 1959 год. Я не знаю точно. Или это то, но стоит дата 1959. 80 лет там каких-то. 40. Не 80 лет. 65 лет. Crazy. Просто crazy. Вот это мне уже будет чем заняться перед вечерними сменами. Я хочу просто попробовать свою технику на классике. Домашнюю свою. Врубить на полную классику. Я уже в предвкушении. Моцарт. И Бах. Блин, ну так жалко теперь у того Брамса. Чего не посмотрел нормально? Бах, друзья, Бах.
пролили клятву. Надеюсь, блядь, она не будет играть на моем проигрывателе. Это какой-то микро-шмикро подстава. Жалко. Идиот. Это какая-то... Тут специальная головка нужна. Микро. А не микро, это стерео аптастер abspielen. Стереоплатен auch bei Mono-Wiedergaben. Einem Стереоплатен. Попробуем, посмотрим. Вполне может быть, что не будет играть на моем проигрывателе. Такая мелкая вообще нарезка. Тоже ни одной царапины. Вряд ли будет играть. Целая книжка. Просто книжка, друзья. Ого-го. С нотами, пожалуйста. Это его прям Бах. Такой красавчик, здесь молодой, не женатый, все дела, не обремененные проблемами. Здесь он уже солидный мужчина в парике и со с лишним весом, одышкой, повышенным давлением и сахаром. Вот тут он собственными руками писал «Прима партия». Что ж, посмотрим, будет ли это прима партия играть на моем проигрывателе. А тут такой вот чек еще. 92-й год. 19.12 был куплен. 190-40. Блин, ну, наверное, 198 марок это стоило. Раритетище. Вот такая вот, друзья, распаковка. Вот так сегодня я сгонял на фломаркет. Удачно. Я считаю, удачно. 20 евро, зато сколько шпаса, а? Это же просто чистое удовольствие. Все, вырубаем запись. Ставьте лайки, не жмитесь. С вас не убудет прямо-таки, вы переживаете, чтобы свой драгоценный лайк отдадите. Как вы потом без него жить-то будете? Без лайка своего. Ну даже дизлайка. Мне кажется, некоторые даже дизлайк жмутся поставить. Прикиньте. Это видео даже дизлайка не заслуживает. Это такой отстой, что даже дизлайк жалко ставить. К слову сказать, из своей блогерской деятельности я сделал вывод по количеству лайков и дизлайков, что добрых людей в мире больше, чем плохих. Потому что всегда найдутся какие-то идиоты, которые ставят дизлайки. Такие. Не знаю, там есть такие видео у меня просто так безобидные. Абсолютно. Там, я даже ничего не говорю, просто там на велосипеде по количеству какой-то музыки езжу. Дизлайк, дизлайк. Но в целом я смотрю позитивных лайков больше, чем дизлайков. Всегда, во всех видео. Максимально было пополам. Ну, там действительно видео были отстойные. А в среднем по палате положительных лайков больше, чем дизлайков. И это внушает, друзья, надежду, дает надежду, что не все так плохо в этом мире. Все, всем пока, друзья, мотивируйтесь и развивайтесь. Может, что еще с дома сниму там, как я Иру ошарашиваю своим вот этим мусором, который тащу домой, как она сейчас делает такие глаза. Зачем это нам?
О май год, это хламье. Не тащи это домой. Я выкину, выкинь сам. Или я выкину, или не знаю что здесь будет. Все, пока-пока. Эй, Мишка, привет! Блин, я накупил пластинок просто. Я стал оптовым покупателем винила. Мне за это, как оптовому покупателю, подарили вот такой старый кулек вонючий. Прикинь, смотри, я сегодня ударил по классике, Кися. Классик. Моцарт, Бетховен. И кто еще? И еще кто-то. Короче, купил вообще за даром, за 10 евро. Вот этот вот мешок, вот эти 5 килограмм винила, Кись, ты не поверишь. Проехал 55 километров на велосипеде. 55 Альтер-Шведа. Понимаешь, смотри, я тебе сейчас все покажу. Все, больше никакого металла. Перехожу на классику. Будем с тобой слушать старый добрый Моцарт. Я не буду, нет. Не выключай, подожди. Ты не будешь, не надо. Я буду в наушниках. Все, смотри. Сейчас я тебе все покажу. Ты хоть смотреть будешь, нет? Ты немножко удивлена, я смотрю. Посмотри на эти пакеты. Есть 10 евро. Просто. Бетховен. Моцарт. Посмотри. Ты видала, что происходит? По 10 вообще по пластинок в одной коробке. Бах. Бах. Смотри сюда. Все, да, смотри. Брамс. Бетховен, опять, 9-я симфония. Ты когда слышала 9-ю симфонию? Нет, я тоже, сейчас послушаем. Погнали, смотри, включаю. Это будет моя коллекция классической музыки. Все, друзья, подписывайтесь. Мы сейчас будем слушать с Иришкой. Ладно, она не будет, я буду классическую музыку. Подписывайтесь, ставьте лайк. Обнимаю, пока-пока, Кися, вырывай.